Здравствуйте, друзья! С вами Ром Ромыч и мой канал Братья Р. Стройка. На этом видео я вам покажу и расскажу, как недорого и качественно отделать цоколь стен в прихожей обычной панельной хрущевки или панельной девятиэтажки. Здесь я делаю косметический ремонт, капитальный же производил около 17 лет назад. Тогда-то передо мной и стала конкретная проблема выбора надежного, но в то же время недорогого материала. Ведь на тот момент у меня было двое маленьких детей, а это, как всем известно, коляски, санки, велосипеды, пюрешки, фломастеры и многое-многое другое. Друзья, ведь дети – это конкретная угроза любому ремонту. Вот тогда-то мой выбор и пал на МДФ панели. Они по износостойкости существенно уступают пластиковым, но по ударным нагрузкам в разы их превосходят. На тот момент это оказалось для меня важнее. Монтировал я их на стену по бескаркасной технологии. Поэтому я их и рекомендую для монтажа в панельных квартирах, так как плоскость стен изначально ровная, и из подготовки вам потребуется лишь механическое удаление шпателем неровностей на стене и дальнейшая капитальная грунтовка, возможно даже в 2 слоя, все зависит от покрытия стен. В кирпичных же домах неровность стен потребует произвести серьезные работы по выравниванию основания, что, к сожалению, немногим окажется под силу. Итак, друзья, общая длина панели МДФ составляет 2,6 метра, толщина 8, ширина же бывает 22 сантиметра, а бывает 15. И здесь я использовал у себя, так получилось, двух форматов. Позднее появилась в продаже более широкая, и ей я оформлял второй коридор. Панели я, разрезал длиной по 1 метру. Далее производил лакировку в 2 слоя с промежуточным шкурением неровностей при лакировке нулевкой. Это придаст нашей поверхности более высокую износостойкость, а также сделает поверхность пригодной для мытья. Монтаж я производил на клей. Момент монтажа жидкие гвозди, обязательно на водной основе. Номер любой, без разницы, держать будет отлично. Наносил точечным способом и с незначительной фиксацией. Опять же, не давить слишком сильно, чтобы осталась прослойка клея между стеной и панелью. Вот. Начинать монтаж надо от наличников. То есть на всех дверях должны быть установлены наличники. На что хотелось бы еще обратить ваше внимание. При длине стен более 2-2,5 метров монтаж рекомендую производить на силиконовый герметик. Он позволит нашим изделиям слегка двигаться за счет резиновой основы своей. Также не забывайте оставлять компенсационные зазоры по углам. И если стена довольно-таки длинная, то с интервалом в 1 метр, где-то приблизительно чуть-чуть раздвигать швы, обеспечив компенсационный зазор на перепады температур весна-осень. То есть это нам необходимо для движения материала, чтобы он не уперся в стены и не отвалился. Вот это очень важно, друзья. Потом срез панели я закрываю обычной плиточной раскладкой. Вот по цвету я тогда не смог подобрать, выбор был невелик. Вот вы видите, она слегка нависает у нас на панели. В углах внутренние углы, здесь сверху наружная раскладка. Вот.
После того, как, вот видите, эта раскладка у нас здесь стоит. После того, как панели высохнут, финишное покрытие высохнет, это будет у вас покраска или декоративная штукатурка, или же, например, просто обои. Все должно высохнуть, и только после этого в стык между стеной и панелью мы легко вставляем. Вот. И точно так же потом она легко извлекается. Вы видели, для дальнейшей отделки стен, например, переклеить обои. Резал я по метру, кусочки оставались у меня по 60 сантиметров. Далее я их склеивал между собой и использовал для наполнения ячеек в потолке. Потолок я монтировал по системе Armstrong и заполнял остатками вот этих МДФ панелей, соблюдая направление по ходу движения. Вот, друзья, прошло 17 лет, дети выросли, а панели стоят. Достаточно покрыть их еще разок лаком, и они будут у нас как новые.